В обычной на вид старшей школе Нортвей появилась новая учительница литературы, Эмили Картер. С первого шага по коридору она почувствовала себя чужой. Любопытные взгляды, шепот, насмешки. Не успела она дойти до кабинета, как чья-то рука резко выбила папку из ее рук. Бумаги рассыпались по полу, а смех подростков эхом разнесся вокруг. Зачинщиком был Райан Коул, старшеклассник, привыкший держать школу в страхе. Он наслаждался своей властью и ждал привычной реакции – слез, паники, жалоб. Но Эмили лишь спокойно подняла папку и посмотрела на него без тени страха. Это спокойствие сбило его с толку сильнее любого крика. Никто не знал, что за мягкой внешностью Эмили скрывалось прошлое, о котором она предпочитала молчать. Когда-то она была профессиональным бойцом, достигшим высот в боевых искусствах. Но трагедия на тренировке заставила ее навсегда отказаться от насилия. Она выбрала другую дорогу – учить словам, а не ударом. Однако школа Нортвей оказалась сложнее, чем она ожидала. Провокации не прекращались, сорванные уроки, насмешки, попытки унизить. Эмили терпела, напоминая себе, что пришла сюда не драться. И все же ученики чувствовали в ней внутреннюю силу, тихую, устойчивую, настоящую. Переломный момент наступил, когда один из приятелей Райана толкнул парту так, что она едва не сбила Эмили с ног. После урока Райан остался, решив, что снова победил, и грубо вырвал книги из ее рук. В тишине класса в Эмили проснулся инстинкт, который она годами держала под контролем. Одно точное движение, и его запястье оказалось в ее ладони. Не больно, не агрессивно, но так, что он понял. Перед ним человек, которого нельзя запугать. Эмили сразу отпустила его и тихо сказала, что не хочет причинять вред, но будет защищать себя и учеников. Слухи разлетелись мгновенно. Но вместо страха в школе появилось уважение. Позже Эмили застала Райана одного, злого не на мир, а на собственную жизнь. Она не читала нотаций, а просто спросила, кто научил его верить, что жестокость делает сильным. Впервые его кто-то слушал, не осуждая. День за днем он менялся. Гнев уходил, поступки становились осознаннее. Он начал помогать другим, извиняться, защищать тех, кого раньше унижал. В последний учебный день Райан сказал ей: «Вы научили меня не только предмету. Вы научили меня быть человеком». Эмили улыбнулась и ответила: «Самые сильные люди – те, кто выбирает доброту». И это был урок, который запомнили все.